Глава 2006. Победа над врагом небесной алебардой. Затем его гигантское тело вернулось к своим первоначальным размерам, и он вернулся к своей обычной человеческой силе. Однако в этот момент его лицо было совершенно бледным и бесцветным, а его аура также быстро убывала. В тот момент, когда он вернулся в свою человеческую форму, Хань Ли перевернул обе руки, чтобы достать несколько маленьких пузырьков, и он открыл их все, прежде чем опрокинуть таблетки в пузырьках в рот, не проявляя никакой осмотрительности. Затем на его лице появился нездоровый румянец, и он уменьшился только после того, как на его лицо вспыхнул слой лазурного света. Хань Ли выдохнул, выражение его лица немного смягчилось, и он перевел взгляд на то место, где всего мгновение назад стоял здоровенный мужчина. Гигантская золотая ладонь исчезла в тот момент, когда он вернулся в свою человеческую форму, так что вдали ничего не было видно. Однако, как только Хань Ли собирался отвести взгляд, внезапно вспыхнули пространственные колебания, и появился шар черного света, содержащий трехголовую дьявольскую марионетку льва, которой едва удалось вырваться из массивной золотой ладони. Он также обратил свой взор туда, где только что исчезло тело здоровенного мужчины, и три его головы одновременно издали оглушительный рев ярости. Я культивировал это физическое тело более 100 тысяч лет. Как ты посмел его разрушить? Я разорву тебя в клочья и буду мучить твою душу всю вечность. Затем дьявольский лев мгновенно набросился на Хань Ли полосой черного света. Он знал, что в нынешнем сильно ослабленном состоянии Хань Ли он никак не мог сравниться с этой марионеткой. Таким образом, в приступе ярости и негодования он был полон решимости убить Хань Ли в отместку за уничтожение его физического тела. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, и он пробормотал себе под нос. Значит, он отказался от своего физического тела, чтобы спасти свою душу. Если бы у него была только марионетка, то он был бы далеко не таким сильным, как можно было подумать. Как только его голос затих, он сразу же топнул ногой по земле внизу, и появилось маленькое образование белого света, в котором его тело начало расплываться. «Я не позволю тебе уйти». Дьявольский лев настойчиво взревел при виде телепортационной формации и значительно ускорился, мгновенно достигнув Хань Ли, прежде чем ударить его когтями, пытаясь разорвать его тело на части. Однако было уже слишком поздно. Раздался жужжащий звук, и Хань Ли моментально исчез во вспышке белого света. Когти дьявольской марионетки льва мгновенно разорвали световую формацию на части, но Хань Ли остался совершенно невредимым. Однако дьявольский лев явно не собирался так просто сдаваться. Он высвободил свое огромное духовное чувство по всем окрестностям, а затем открыл все три пасти, чтобы выпустить 3 столба света в определенную область пространства. 3 столба света ударили в одно и то же место в воздухе, и раздался громкий взрыв, когда фигура, спотыкаясь, появилась из воздуха. На центральной голове дьявольского льва немедленно появился злобный взгляд, но затем его выражение резко застыло. Фигура, появившаяся впереди, была маленьким золотым зверем. Это был никто иной, как леопардовый зверь Кирин. Маленький зверь каким-то образом поменялся местами с Хань Ли и выдержал эту атаку вместо него. Он обладал способностями ранней стадии интеграции тела и не потратил много магической силы во время этой битвы, но он явно не мог сравниться с трехголовым дьявольским львом. Мало того, что он был вынужден раскрыться из-за нападения дьявольского льва, большой участок его золотого меха также обуглился. Несмотря на это, леопардовый зверь Кирин ничуть не отступил. Он сразу же издал низкий рев, когда над его телом вспыхнул слой золотого света, после чего его обугленный мех тут же восстановился до своего первоначального состояния. В то же время позади него появилась золотая проекция Кирин. «Значит, у тебя есть родословная Кирин. Даже так, ты только просишь смерти, вставая на моем пути». Трехглавый дьявольский лев холодно фыркнул, ударив одной из своих чернильно-черных лап. Бесчисленные дуги черных молний появились над лапой, а затем исчезли с оглушительным грохотом. В следующее мгновение черная молния появилась в воздухе над леопардовым зверем Кирин, затем сформировала гигантскую черную молниеносную лапу размером около 10 футов, прежде чем рухнуть с огромной силой. Прежде чем лапа упала на леопардового зверя Кирин, несколько ударов черной молнии обрушились заранее. Внизу вспыхнули пространственные колебания, и появилась лазурная гуманоидная фигура. Это был никто иной, как Хань Ли, и хотя его аура была все еще очень слабой, он оставался совершенно невозмутимым при виде гигантской молниеносной лапы, падающей сверху. Вместо этого на его лице появилась холодная улыбка. Прямо в этот момент леопардовый зверь Кирин издал свирепый рев и разделился на более чем 10 проекций в воздухе, все из которых появились прямо над головой Хань Ли в призрачной манере. Затем проекции выпустили бесчисленные желтые отростки когтей, которые мчались по воздуху, переплетаясь, образуя гигантскую сеть, которая мчалась прямо к черной молниеносной лапы. Раздался оглушительный грохот, когда черная молния вырвалась из гигантской черной лапы, с легкостью уничтожив приближающуюся сеть желтых когтей. Затем около дюжины толстых молний уничтожили все проекции леопардового зверя Кирин, а также было поражено настоящее тело леопардового зверя Кирин.
Он издал мучительный вой и отпрыгнул назад более чем на 100 футов. Еще большая часть его меха была обугленной до черноты, и его аура также несколько ослабла. Дьявольский лев радостно засмеялся, когда гигантская молниеносная лапа рухнула прямо на Ханли, но как только она собиралась упасть на него, Ханли внезапно сложил руки, прежде чем развести их, после чего раздался протяжный рев дракона. Полоса золотого света вырвалась из-под его рук, прежде чем вспыхнуть через черную молниеносную лапу наверху, после чего гигантская лапа мгновенно превратилась в ничто. Дьявольский лев был совершенно сбит с толку этим развитием событий. Но прежде чем он смог понять, что произошло, золотая полоса света внезапно закружилась вокруг, прежде чем превратиться в массивный столб света высотой более 10 тысяч футов. Внутри столба света была проекция алебарды, и бесчисленные пятнышки золотого света мгновенно появились в окружающей области, прежде чем устремиться к проекции, как мотыльки на пламя. Удивительная аура была выпущена золотой алебардой, пробуждая всю ци мира на всех небесах. Прямо в этот момент проекция алебарды вспыхнула золотым светом, и весь столб света превратился в колоссальную золотую алебарду. Выражение лица трехголового дьявольского льва резко изменилось, когда он увидел это, и он сразу же попытался бежать, как полоса черного света. Холодный свет вспыхнул в глазах Ханли, когда он указал пальцем на дьявольского льва, и огромная золотая алебарда немедленно обрушилась на него. Дьявольский лев появился на расстоянии более 1000 футов после всего одной вспышки, но как только он собирался высвободить способность вырваться из пространственного ограничения, воздух вокруг него внезапно сжался, и он обнаружил, что не может собрать какую-либо магическую силу. Дерьмо. На морде дьявольского льва появилось выражение шока и ужаса, сразу после чего его зрение потемнело, а сознание полностью померкло. С точки зрения Ханли, гигантская золотая алебарда упала на трехглавого дьявольского льва, прежде чем мгновенно превратить его тело в пыль. Даже дьявольская душа крупного человека, заключенная в марионетке, также была полностью уничтожена. Только теперь здоровяк был по-настоящему мертв, и в этом мире от него не осталось и следа. Ханли вздохнул с облегчением, когда выражение его лица значительно смягчилось. Атака, которая только что нанесла смертельный удар, естественно, была ничем иным, как талисманом небесной алебарды, который он кропотливо усовершенствовал. Как и ожидалось от мощного талисмана истинного бессмертного царства, он был в состоянии мгновенно победить такого грозного врага. Конечно, это было связано и с тем, что тело здоровенного мужчины уже было уничтожено, поэтому находилось в сильно истощенном состоянии. В противном случае одного этого талисмана было бы недостаточно, чтобы убить его. Что касается способности, которую он использовал ранее, чтобы уничтожить физическое тело здоровенного мужчины, то это была одна из самых мощных способностей истинных искусств дьявольского происхождения. Однако, как и сказал здоровенный мужчина, нынешних сил и физического телосложения Хань было недостаточно, чтобы раскрыть такую способность. Это было то, что он мог использовать, не испытывая негативной реакции, только после достижения стадии Великого Вознесения. Хань Ли экспериментировал с этой способностью во время своего уединения, поэтому он, естественно, тоже знал об этом. Однако святое тело Нирваны было просто слишком могущественным. Даже первая трансформация Нирваны смогла резко увеличить его магическую силу и физическую силу. Таким образом, после долгих кропотливых усилий и размышлений, Хань Ли, наконец, придумал способ принудительно высвободить способность, которая заключалась в том, чтобы временно стимулировать истинную духовную кровь в его теле и использовать ее силу, чтобы подпитывать способность для него. В настоящее время использование этого метода нанесло Хань Ли почти такой же вред, как и его противнику. Мало того, что эта способность была чрезвычайно сложной в использовании, истинная духовная кровь, которую он должен был потратить, чтобы использовать ее, была чрезвычайно высокой ценой. Таким образом, он изначально не планировал использовать эту способность в этой битве. Однако этот крепкий мужчина был действительно грозным. В частности, 9 дьявольских иерархических копий, которые он выпустил, были сравнимы по силе с полномасштабной атакой существа Великой Стадии Вознесения. Если бы он столкнулся с этой атакой не более чем в форме гигантской горной обезьяны, он был бы, по крайней мере, тяжело ранен, если не убит на месте. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как высвободить свою зарождающуюся душу и использовать свою истинную духовную силу, чтобы проявить эти истинные духовные аватары, которые помогли ему противостоять этой атаке. Тем не менее, крепкий мужчина не был тем, кого можно было бы убить обычными атаками, и, видя, что он уже активировал свою истинную духовную кровь в этот момент, он решил стиснуть зубы и использовать телосложение святой Нирваны. Конечно, Хань Ли смог использовать эту способность, не опасаясь ее последствий, поскольку у него также был еще один козырь в виде талисмана небесной алебарды в рукаве. Конечно же, комбинация этих двух козырей позволила ему победить этого чрезвычайно грозного дьявольского лорда. Глава 2007. Диаграмма Тайчи. Однако к этому моменту Хань Ли уже израсходовал большую часть своей магической силы, и теперь его боевое мастерство было прискорбно слабым. Таким образом, у него не было другого выбора,
кроме как призвать желтый футон и немедленно сесть на него, чтобы медитировать и восстановить силы. Таблетки, которые он принял ранее, гарантировали, что он не взорвется сам, но, естественно, он не мог поглотить их все за такое короткое время, поэтому был собран чрезвычайно устрашающий всплеск лекарственной силы, который он направил внутрь своего тела. И если бы он не смог вовремя получить эту целебную силу, то последствия были бы катастрофическими. К счастью, вокруг него было пространственное ограничение, и леопардовый зверь Кирин также присутствовал, так что ему не нужно было беспокоиться о том, что его потревожит. Через некоторое время над телом Хань Ли появился слой золотого света, и он внезапно сложил ручную печать, прежде чем несколько раз быстро указать пальцем на свою грудь. Дюжина или около того серебряных нитей толщиной с волос вырвались наружу, прежде чем исчезнуть в его теле во вспышке, запечатав некоторые жизненно важные части его меридианов. Затем он провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить дюжину или около того талисманов разных цветов, которые также полетели прямо к его телу. Эти талисманы взорвались огненными шарами под череду глухих ударов, а затем превратились в несколько больших полос, которые мгновенно исчезли в его теле. Хань Ли издал приглушенный стон, когда золотой свет осветил его лицо, и его аура слегка увеличилась, прежде чем немедленно вернуться в стабильное состояние. Через несколько мгновений он выдохнул и, наконец, открыл глаза. На данный момент мне удалось все подавить. Интересно, как обстоят дела на другом конце поля боя? Пробормотал Хань Ли, поднявшись на ноги, а затем бросил взгляд в определенном направлении. Буддийский монах Цзинь Юэ и пожилой мужчина в белом, скорее всего, все еще сражались против клона Сюэгуана. Как раз когда Хань Ли думал о том, что он собирается делать дальше, пространство на некотором расстоянии внезапно сильно задрожало, после чего раздался сокрушительный грохот. Окружающий световой барьер мгновенно разрушился, и вся пространственная формация была уничтожена. 36 мужчин-культиваторов рухнули на землю, и всем им были нанесены тяжелые травмы из-за реакции на разрушение формации. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он сосредоточил свой взгляд в этом направлении, где его приветствовал вид массивного темно-красного скелета, который сеял хаос с безрассудной энергией. Скелет был более 1000 футов в высоту, имел 3 головы и 6 рук, вооружен 6 различными тяжелыми черными видами оружия. 6 дьявольских орудий синхронно взмахнули в воздухе, сметая порывы свирепых дьявольских ветров. На вершине центрального черепа стоял Сюэгуан, который держал в одной руке огромную черную печать. Его глаза были плотно закрыты, и казалось, что он посвятил все свои усилия тому, чтобы контролировать скелет под собой. Впереди стояли пожилой мужчина в белых одеждах и буддийский монах Цзинь Юэ. Они были в крайне плачевном состоянии. Золотая косая буддийского монаха Цзинь Юэ была разорвана в клочья, а на его груди появился огромный малиновый отпечаток руки. Отпечаток руки оставил вмятину глубиной более полуфута, и похоже, что несколько его ребер были раздроблены, но из его тела не вытекала кровь. Между тем лицо пожилого человека в белом стало очень бледным, и свет, исходящий от семипламенного веера в его руке, также значительно потускнел. Вокруг них обоих летало несколько сокровищ, образующих слои световых барьеров, которые защищали их внутри, но перед лицом свирепых дьявольских ветров световые барьеры демонстрировали явные признаки напряжения и выглядели так, будто могли рухнуть в любой момент. Было совершенно ясно, что алый скелет был ответственен за разрушение пространственного ограничения. Выражение лица Хань Ли слегка помрачнело, когда он увидел это. Этот последний клон Сюэгуана оказался гораздо более могущественным, чем он ожидал. Тем не менее, выражение его лица оставалось совершенно неизменным, и в его руке вдруг появился предмет, спрятанный в рукаве. После исчезновения ограничения трое бойцов, естественно, увидели Хань Ли. На лицах пожилого человека в белом и буддийского монаха Цзинь Юэ немедленно появилось выражение восторга, а в глазах Сюэгуана появилось недоумение. Они были разлучены с Хань Ли и здоровенным дьявольским мужчиной только на короткое время, но теперь Хань Ли был совершенно невредим, а здоровенного человека нигде не было видно. Сюэгуан прекрасно знал, насколько могущественным был этот здоровенный мужчина. Даже его истинное тело не смогло бы убить этого крепкого мужчину. Таким образом, он сразу же пришел к выводу, что Хань Ли никак не мог убить крепкого мужчину, и поспешно окинул взглядом окрестности. «Друг Даос Хань, пожалуйста, приди и помоги нам». Не сумев ощутить ауру крепкого дьявольского человека, Сюэгуан направил свое духовное чувство на Хань Ли, после чего гигантский багровый череп под ним немедленно набросился на Хань Ли своими 6 дьявольскими орудиями. Порыв яростного дьявольского ветра пронесся вперед, и в порыве черного ветра было более 1000 проекций дьявольского оружия различных описаний. Было ясно, что Сюэгуан почувствовал, насколько слабой была аура Хань Ли в настоящее время, и немедленно предпринял попытку убить Хань Ли на месте. Действительно, эта атака была чрезвычайно мощной, и Хань Ли было бы нелегко противостоять ей в его нынешнем состоянии. Однако он оставался совершенно невозмутимым и просто взмахнул рукавом по воздуху, чтобы выпустить чернильно-черный браслет, который, в свою очередь, выпустил бесчисленное количество золотых цветов.
Эти золотые цветы кружили вокруг, прежде чем превратиться в более чем 10 тысяч золотых жуков размером с кулак, все из которых были чрезвычайно свирепыми на вид. Это были никто иные, как пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели Хань Ли. Несмотря на то, что физическое тело и магическая сила Хань Ли были в сильно истощенном состоянии, его духовное чувство все еще было близко к своему пиковому состоянию, поэтому он мог относительно легко контролировать всех этих пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей. Пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели сошлись, чтобы сформировать золотое облако по его приказу, а затем расположились перед Хань Ли как массивный щит. Дьявольское существо, содержащее бесчисленное оружие, ударило в стену из золотых жуков с оглушительным грохотом, но стена отказалась сдвинуться с места и сумела сдержать дьявольские ветры. Выражение лица Сюэ Гуана слегка изменилось, когда он увидел это, но прежде чем он успел что-либо сделать, Хань Ли внезапно указал на него пальцем и скомандовал: «Вперед!». Золотая стена пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей тут же раскололась на жужжащий рой, и всего через несколько вспышек они достигли малиновых скелетов. «Что? Пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели?» — воскликнул Сюэ Гуан, выражение его лица резко изменилось. Скелет под ним немедленно метнул свое оружие в рой жуков по его приказу, и в полете оружие превратилось в 6 гигантских черных питонов. Что же касается самого Сюэ Гуана, то он торопливо наступил ногой на голову скелета. И мгновенно порыв яростного багрового ветра подхватил его и быстро унес вдаль и его, и скелет. Раздалась череда оглушительных хлопков, когда 6 гигантских черных питонов погрузились в золотой рой жуков, но они полностью исчезли после нескольких вспышек. Затем рой жуков превратился в гигантского черного сокола, который энергично взмахнул крыльями и устремился в погоню невероятно быстрой полосой золотого света. Пожилой мужчина в белом и буддийский монах Цзинь Юэ, естественно, были в восторге, увидев это, и первый поспешно сказал: «Используйте эту вещь прямо сейчас. Это прекрасная возможность». «Точно мои мысли». Без колебаний ответил буддийский монах Цзинь Юэ, прежде чем перевернуть обе руки, чтобы показать 2 половинки шелкового носового платка. Носовой платок пожелтел от старости, и на его поверхности были начертаны несколько грязных рун, что делало его похожим на грязную старую тряпку. Однако 2 старейшин смотрели на него, как на бесценное сокровище. Как только предмет был вызван, буддийский монах Цзинь Юэ начал что-то напевать, прежде чем бросить 2 половинки платка в направлении Сюэ Гуана. 2 шара серого света поднялись в воздух, затем соединились вместе, образовав диаграмму тайчи, которая затем мгновенно растворилась в воздухе. Небо потемнело, когда бесчисленные черные облака мгновенно появились в воздухе, и раздался грохочущий удар грома, после чего облака разошлись, открыв диаграмму тайчи размером с небольшой город, охватывающую территорию внизу, которая составляла более 1000 акров. Независимо от того, был ли это убегающий Сюэ Гуан или другие дьявольские существа под диаграммой, все они сразу же стали чрезвычайно медленными и вялыми. Тем не менее, этот тип ограничительной силы не имел большого значения для дьявольских лордов, и они могли отмахнуться от нее, просто распространяя свою магическую силу по всему телу. Что касается Сюэ Гуана, то он почти не замедлился, прежде чем снова разогнаться до своей первоначальной скорости. Однако именно в этот момент пожилой мужчина в белых одеждах и буддийский монах Цзинь Юэ начали что-то напевать, и их голоса эхом разносились по всему полю боя. В следующее мгновение гигантская диаграмма тайчи уменьшилась примерно до акра, а Сюэ Гуан расположился прямо в самом ее центре. Затем бесчисленные пятицветные руны вырвались из диаграммы в безумии, как будто диаграмма внезапно обрела субстанциальную форму. Глава 2008. Мощь жуков. Сжатая диаграмма тайчи вращалась в воздухе, прежде чем рухнуть на Сюэ Гуана в виде бесчисленных слоев проекций. Сюэ Гуан почувствовал, как воздух сжимается вокруг него, когда бесчисленные взрывы огромной силы устремились к нему со всех сторон, останавливая его. Затем огромная сила сформировала массивный вихрь, который захлестнул Сюэ Гуана и массивный скелет под ним, угрожая разорвать их обоих на бесчисленные куски. «Это глубокий небесный святой артефакт», — воскликнул Сюэ Гуан, поспешно подбрасывая большую черную печать в руке вверх. Печать тут же увеличилась до размеров павильона, а затем испустила бесчисленные полосы черного света, которые устремились прямо на диаграмму тайчи. Диаграмма тайчи слегка вздрогнула, когда раздался оглушительный гул, но она без особого труда смогла отразить огромную печать. Тем не менее, Сюэ Гуан, похоже, не зависел от печати, чтобы снять ограничение. Он быстро развернулся, прежде чем исчезнуть в багровом скелете внизу. В следующее мгновение 3 головы скелета открыли свои рты, чтобы извергнуть 3 предмета, состоящие из черного талисмана, пурпурного нефритового кулона и малинового шара света. Затем 3 предмета взорвались в унисон, превратившись в шлейф черной дьявольской ци, шар пурпурного света и полосу тонких малиновых нитей, которые погрузились в тело малинового скелета.
Дьявольские узоры 3 разных цветов сразу же появились по всей поверхности тела скелета, и он издал рев боли. Его тело раздулось примерно в 2 раза по сравнению с первоначальным размером, что едва позволило ему вырваться из сковывающей его силы. Затем он соединил свои 6 орудий, чтобы создать гигантский скимитар. В его 6 глазах вспыхнул зеленый свет, когда он яростно набросился на диаграмму тайчи массивным скимитаром. Проекция сабли, которая была более 1000 футов в длину, мгновенно устремилась к диаграмме тайчи, и диаграмма была разрезана пополам совершенно бесшумно. Окружающая ограничительная сила мгновенно значительно ослабла, и Сюэ Гуан был в восторге, готовясь снова бежать вдаль. Однако именно в этот момент и пожилой мужчина в белом, и буддийский монах Цзинь Юэ открыли рты в унисон, чтобы выпустить по шару кровавой сущности, которые превратились в облака кровавого тумана и растворились в воздухе. В то же время несколько незнакомых аур возникло внутри диаграммы тайчи, которая только что была разрезана пополам, и она мгновенно восстановилась до своего первоначального состояния, прежде чем снова быстро повернуться на месте. В этот момент гигантский темно-красный скелет только что поднялся менее чем на 200 футов в воздух, когда он был поражен новым взрывом огромной силы, который заставил его снова рухнуть на землю. Сюэ Гуан, естественно, пришел в ярость, увидев это. Багровый скелет неоднократно взмахивал своим дьявольским скимитаром по его приказу, посылая огромные черные саблевидные образования, стремящиеся вверх, чтобы снова и снова разрушать диаграмму тайчи. Однако, независимо от того, насколько сильно была повреждена диаграмма тайчи, она мгновенно регенерировала среди вспышек духовного света, тем самым предотвращая возможность побега багрового скелета. Чтобы подпитывать его регенерацию, пожилой мужчина в белом и буддийский монах Цзинь Юэ были вынуждены раз за разом извергать кровь изо рта, и при этом их физические тела высыхали со скоростью, заметной невооруженным глазом. Было ясно, что они действительно отдавали все свои силы. Сюэ Гуан, естественно, был сбит с толку этой ситуации и сразу же стиснул зубы, после чего 4 из 6 рук багрового скелета взорвались облаками кровавого тумана по его приказу. Затем облака тумана превратились в пару гигантских костяных крыльев на спине скелета, а 2 его оставшиеся руки начали создавать серию ручных печатей, энергично взмахивая крыльями. Его гигантское тело слегка качнулось, и он снова начал подниматься в воздух. Все это произошло в мгновение ока, но было уже слишком поздно. Гигантский золотой сокол, который был стаей пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, наконец достиг багрового скелета, а затем со свирепой мощью рухнул на него. Багровый скелет издал панический рев и поспешно ударил дьявольским скимитаром по гигантскому золотому соколу. В то же время он изо всех сил махал крыльями и в результате значительно ускорился, а ограничительная сила, высвобождаемая диаграммой тайчи, означала, что он все еще был намного медленнее, чем его начальная скорость. Громадный скелет начал истошно биться за свою жизнь. Было ясно видно, что тот, кто им управляет, попадает в такую ситуацию впервые. Скелет размахивал своим дьявольским скимитаром, стараясь поразить золотого сокола. Священный предок Сюэ Гуан не на шутку встревожился. Он понимал, что пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели, из которых состоит этот сокол, могут быть чрезвычайно опасны. Поэтому он приложил все оставшиеся силы. Гигантский дьявольский скимитар просвистел, рассекая воздух с такой скоростью, что рядовой культиватор просто не был в силах заметить это движение. Пораженный гигантской черной саблей, золотой сокол немедленно распался на более чем 10 000 золотых жуков, а малиновый скелет был немедленно наводнен пурпурно-полосатыми золотыми жуками-пожирателями. Он тут же издал мучительный вой. Пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели размером с кулак ползали по каждому дюйму его тела, а звук царапающих и пожираемых костей был настоящим кошмаром. Этот багровый скелет был чем-то, что священный предок Сюэ Гуан проявил из могущественного сокровища, но он не мог сравниться с роем пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, и его тело пожиралось с невероятной скоростью. Всего за несколько вдохов почти половина его тела исчезла. Было ясно, что он явно не сможет продержаться долго. Пожилой мужчина в белом и буддийский монах Цзинь Юэ были в восторге, увидев это. Я не думал, что уважаемый Даос Хань сможет контролировать столько взрослых пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей одновременно. Восторженно сказал пожилой мужчина в белом. Действительно. И слава богу, мы сопротивлялись желанию использовать тот одноразовый священный артефакт, который даровал нам мастер Мо Цзиньли. В противном случае этот клон священного предка, скорее всего, смог бы сбежать. Прямо в этот момент Хань Ли подлетел к багровому скелету, затем остановился на месте и просто совершенно бесстрастно оценил ситуацию. Между тем Сюэ Гуан был спрятан внутри темно-красного скелета и с ужасом смотрел на рой пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей. К этому моменту малиновый скелет уже уменьшился в размерах до нескольких десятков футов, и он больше не мог долго его защищать. Внезапно он стиснул зубы и сложил ручную печать, после чего раздался сотрясающий землю грохот, и то, что осталось от малинового скелета, взорвалось шаром малинового света, отправив всех жуков-пожирателей золота обратно в землю. Сила взрыва.
Тем не менее, около дюжины этих жуков смогли пройти через ударные волны, и они мгновенно набросились на тело Сюэ-Гуана, прежде чем вонзить в него свои клыки с опрометчивой энергией. Это были 13 пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, которых вырастил лично Хань Ли, и он подсунул их в рой остальных жуков. Их аура была практически идентична ауре обычных зрелых пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, поэтому они смогли избежать обнаружения Сюэ-Гуаном. Сюэ-Гуана тут же охватило чувство мучительной боли, но он знал, что это его последняя возможность сбежать. Таким образом, он мог только подавить свою агонию и игнорировать пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, когда он выстрелил в воздух полосой малинового света, и после всего одной вспышки он собирался убежать за пределы области, окруженной диаграммой Тайчи. Однако Хань Ли ничуть не обеспокоился, увидев это, и причина его самообладания быстро стала очевидной. В следующее мгновение перед полосой алого света вспыхнул золотой свет, и появилось около дюжины золотых звериных отростков, а также множество отростков когтей. Раздалась череда взрывов, все чудовищные проекции разлетелись в стороны, и выяснилось, что они произошли от маленького золотого зверя, но в результате малиновая полоса света на мгновение остановилась. Этого было достаточно, чтобы рой пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, чтобы снова полностью затопил его. Раздался душераздирающий вой, когда Сюэ-Гуан отчаянно наложил серию ручных печатей, выпустив порывы свирепого алого ветра и взрывы чернильно-черной дьявольской ци, но независимо от того, какую способность он высвобождал, пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели продолжали цепляться за его тело и отказывались отпускать свою жертву. Перед лицом этих несокрушимых жуков Сюэ-Гуан понял, что он был полностью в их власти. Всего через несколько мгновений его тело было полностью поглощено. Даже его зарождающейся душе не удалось убежать. Затем рой пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей рассеялся и быстро вернулся в рукав Хань Ли. Только тогда на его лице наконец появилось выражение облегчения, а тайчи-диаграмма вдалеке тоже распалась на пятнышки духовного света. Однако пожилой мужчина в белом и буддийский монах Цзинь Юэ выкашляли еще несколько глотков крови, и их тела стали еще более иссохшими и сохшимися. В отличие от их физического состояния, лица обоих были восторженными. Пожилой мужчина в белой мантии радостно захихикал и спросил: «Ха-ха, этот клон священного предка наконец-то мертв. Уважаемый Даос Хань, тебе удалось убить и этого дьявольского лорда». Глава 2009. Сокрушительная победа. Да. Он был очень неприятным противником, но в конце концов мне удалось его убить, ответил Хань Ли со слабой улыбкой. Вы действительно внесли непревзойденный вклад в эту битву и закрепили нашу победу, уважаемый Даос Хань. Услышав это, пожилой мужчина в белой мантии пришел в еще больший восторг и резко сделал глубокий вдох, прежде чем издать оглушительный рев. «Дьявольская сволочь, твой священный предок уже убит. Единственная участь, которая ожидает всех вас — смерть». Его голос прогрохотал по всему полю боя, как взрывной удар грома, и он был ясно слышен всем человеческим, демоническим и дьявольским существам. Люди и демоны ликовали от восторга, поскольку их боевой дух мгновенно значительно повысился, в то время как для дьявольской армии все было наоборот. Дьявольские лорды немедленно обратили свое внимание на пожилого мужчину в белом, и их сердце наполнились изумлением, когда они увидели отсутствие клона Сюэ-Гуана и крепкого дьявольского лорда. Затем пожилой мужчина в белом и буддийский монах Джин Юэ немедленно бросились к битве, которая происходила ближе всего к ним. Это была битва между двумя старейшинами города Глубокого Неба и двумя дьявольскими лордами, и лица последних резко изменились, когда они обменялись растерянными взглядами. «Бежим!» — взревел один из дьявольских лордов, пожилой мужчина в лазурных доспехах. Другой дьявольский лорд был полностью окутан черной ци, и он холодно хмыкнул, потирая руки, прежде чем выставить их вперед. Раздался громкий грохот, когда вырвались бесчисленные разряды черных молний, тем самым временно отбросив двух человеческих старейшин. Сразу после этого дьявольский лорд выпустил чернильно-черное каноэ, на которое он в мгновение эйка влетел, прежде чем мгновенно скрыться с места происшествия. Что касается пожилого человека в лазурных доспехах, то он уже призвал лазурный флаг и взмахнул им в воздухе, выпустив вспышку лазурного света, которая полностью залила его тело. Дьявольский владыка исчез во вспышке лазурного света, затем вновь появился во вспышке пространственных флуктуаций в нескольких тысячах футов от него, прежде чем снова исчезнуть. Два дьявольских лорда бежали без малейших колебаний. Двое старейшин города Глубокого Неба, которые сражались с ними, естественно, не хотели отпускать их, и они немедленно приготовились отправиться в погоню, как только черная молния была нейтрализована. Однако пожилой мужчина в белом и буддийский монах Цзинь Юэ немедленно призвали их не уходить. Губы пожилого человека в белом дрожали, когда он передавал свой голос двум старейшинам. «Не беспокойтесь об этих отступающих дьявольских лордах. Сначала помогите другим нашим товарищам-даосистам». Сразу после этого он изменил направление и полетел к другому сражению.
Услышав это, двое старейшин мгновенно озарились и тоже отправились на помощь другим союзникам. В мгновение ока вся дьявольская армия погрузилась в полнейшее смятение. Многие из дьявольских лордов уже бежали с места битвы, в то время как некоторые из наиболее упрямых пытались продолжить свое сражение, но были окружены сразу несколькими культиваторами стадии интеграции человеческих и демонических сил, и некоторые из них были убиты на месте, в то время как другие были вынуждены бежать после тяжелых ранений. Без присутствия дьявольских владык низкоуровневые дьявольские существа на поле боя, естественно, впали в слепую панику и тоже начали отступать в ужасающем иступлении. Люди и демоны также понесли тяжелые потери, но их боевой дух был на рекордно высоком уровне, когда они бросились вперед в погоне за ними. Таким образом, бесчисленные дьявольские существа начали метаться, убегая из города глубокого неба. Но преследователи били их всевозможными атаками, которые сваливали отстающих, как мух. Ни один из городских культиваторов интеграции тела не присоединился к этим усилиям. Они просто смотрели, как вся дьявольская армия рушилась у них на глазах. Вскоре после этого вся дьявольская армия была изгнана далеко от города глубокого неба, и все они вздохнули с облегчением. Теперь битва действительно была выиграна. В этот момент, даже если еще один клон священного предка спустится на это поле битвы, он не сможет переломить ситуацию. Хань Ли оставался еще на некоторое время на поле боя, прежде чем улететь обратно в город с леопардовым зверем Кирин. Весь город уже узнал о поражении дьявольской армии, и все праздновали на улицах, чтобы выразить свой восторг. Таким образом, город внезапно стал очень оживленным и шумным местом, и даже Хань Ли был очень доволен, увидев это. Однако он не собирался останавливаться, продолжая лететь обратно в свою обитель. Вскоре после этого он добрался до каменной пагоды и без колебаний влетел в нее. Вместо того, чтобы вернуться на верхний этаж, он направился прямо в секретную комнату, которая находилась более чем в 1000 футов ниже каменной пагоды. Там он активировал ограничения, а затем отдал леопардовому зверю Кирин несколько инструкций, прежде чем немедленно погрузиться в медитативное состояние. Его энергетические запасы были сильно истощены, и в его теле бурлили все виды противоречивой лечебной силы. Таким образом, естественно, было лучше решить ситуацию как можно скорее, поэтому он вернулся так рано, чтобы сразу же уйти в уединение. Что касается человеческой и демонической армии, то их возглавляла группа культиваторов интеграции тела, и они преследовали убегающую дьявольскую армию 3 дня и 3 ночи. Во время этого процесса они почти не убивали дьявольских лордов, что было весьма непростым делом. Но было уничтожено от 50 до 60% дьявольских существ низкого и среднего уровня. Это была поистине сокрушительная победа для города глубокого неба. И армия людей и демонов отправилась в обратный путь в чрезвычайно приподнятом настроении. Конечно, старейшины отправили много разведчиков шпионить за остальной дьявольской армией на случай, если они решат начать еще одну атаку. Когда они вернулись в город, все люди, участвовавшие в битве, были очень тепло встречены, и в честь этого был устроен большой пир. Без ведома подавляющего большинства жителей города, старейшины города глубокого неба не участвовали в праздновании. Вместо этого у них была тайная встреча в определенном уединенном зале с некоторыми другими культиваторами стадии интеграции тела, некоторые из которых были малоизвестными культиваторами, которые много лет находились в уединении в городе, а другие были подкреплением, отправленным в город глубокого неба священным островом. Все культиваторы стадии интеграции тела в настоящее время с ошеломленным выражением лица слушали, как пожилой мужчина в белой мантии рассказывал, как клон Сюэгуана был съеден пурпурно-полосатыми золотыми жуками-пожирателями Хань Ли. Подумать только, что он смог воспитать более 10 тысяч зрелых пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей. Это невероятно. Так что этот уважаемый Даос Хань был ответственен за убийство как клона Сюэгуана, так и дьявольского лорда поздней стадии интеграции тела, который был намного сильнее, чем даже клон священного предка, пробормотал дородный мужчина с густой черной бородой. Честно говоря, я очень смущен. Я вообще ничего не смог сделать в этой битве. Мой самый большой вклад заключался в том, чтобы на некоторое время поймать клона священного предка с помощью уважаемого Даоса Цзинь Юэ. Но мы бы не смогли убить этого клона, если бы не пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели уважаемого Даоса Ханя. Вдобавок ко всему, уважаемый Даос Хань уже убил этого другого дьявольского лорда на поздней стадии интеграции тела до этого, сказал пожилой мужчина в белом с кривой улыбкой. Вы слишком самокритичны, брат Гау. Без сокровищ, высвобожденных вами и уважаемым Даосом Цзином, пурпурно-полосатым золотым жукам-пожирателем уважаемого Даоса Ханя было бы очень трудно выследить этого клона священного предка, возразил пожилой мужчина. Это сокровище подарил нам мастер Мо Цзиньли. Я бы не посмел присвоить себе что-то подобное, сказал пожилой мужчина в белом, решительно покачав головой. Без огромного количества эссенции крови, которое вы и уважаемый Даос Цзинь израсходовали, сокровище не смогло бы возыметь действие. Ваш вклад гораздо более значителен, чем вы заявляете. Если даже ваш вклад не идет в счет, тогда остальные из нас сделали меньше, чем ничего.
усмехнулся зеленоволосый пожилой мужчина. В этот момент женщина в длинном синем платье сказала с улыбкой: «Даже если не принимать во внимание это, обширное планирование, проделанное вами двумя перед этой битвой, является чрезвычайно важным вкладом. Судя по вашему описанию силы Даоса Ханя, он определенно входит в пятерку самых могущественных существ среди двух наших рас. Я определенно не могу уйти, не встретив кого-то вроде него. Где он сейчас находится? В самом деле, я бы тоже хотел с ним познакомиться». Тут же вмешался кто-то еще. Друг Даос Хань потратил много энергии во время этой битвы, поэтому он ушел в уединение, как только вернулся в город. Вот почему он не присутствует на этой встрече, и, скорее всего, сейчас не самое подходящее время, чтобы попытаться встретиться с ним, сказал пожилой мужчина в белом. Ах, простите меня за излишнее рвение. В таком случае мы нанесем визит уважаемому Даосу Ханю, как только он выйдет из уединения, сказала женщина, когда на ее лице появилось немного несчастное выражение. Другие старейшины, желавшие встретиться с Ханьли, тоже были довольно разочарованы, услышав это, но они, естественно, не могли больше настаивать на этом. Самый значительный вклад в эту битву внес уважаемый Даос Хань, но благодаря коллективным усилиям всех наш город смог пережить это испытание. Я не обесцениваю ваши усилия словами благодарности, просто знайте, что если вам когда-нибудь понадобится помощь от нашего города, мы обязательно вам поможем, сказал пожилой мужчина в белом, сложив кулак в приветствии, и его слова поддержали другие старейшины города. Другие культиваторы интеграции тела были в восторге, услышав это. В конце концов, обещание старейшин глубокого небесного города было очень ценным нематериальным активом. Возможно, мы выиграли эту битву, но мы не можем успокаиваться. В конце концов, почти половина дьявольской армии и почти все дьявольские лорды выжили. Если этот священный предок Сюэ Гуан решит стиснуть зубы и послать еще один из его клонов в царство духов, скорее всего, нам предстоит еще одна изнурительная битва. Если мы хотим предотвратить это, мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы начать контратаку и уничтожить оставшуюся дьявольскую армию. «Мы не можем позволить им возродиться», — сказал пожилой мужчина в белом, и в его глазах появилось холодное выражение. Глава 2010. Неожиданный гость. Все остальные немедленно кивнули в знак согласия, и, таким образом, старейшины города Глубокого Неба быстро назначили серию миссий, отправив большинство присутствующих существ в стадии интеграции тела, чтобы продолжить охоту на дьявольскую армию. Остальные остаются и следят за ремонтом всех поврежденных построений и ограничений. Конечно, самым важным было отправить несколько человек, чтобы немедленно уничтожить близлежащие дьявольские узлы. Если они смогут это сделать, то даже если дьявольские существа пришлют подкрепление, они не смогут приблизиться к городу Глубокого Неба. Все это были чрезвычайно срочные дела. Поэтому, как только назначение этих задач было выполнено, все сразу же отправились выполнять свои обязанности. Таким образом, в зале остались только два человека, пожилой мужчина в белом и пожилой мужчина с зелеными волосами, последний из которых был одним из посланников Священного острова. Эти двое долго разговаривали друг с другом, прежде чем уйти, и после их разговора пожилой мужчина в белом, казалось, был в приподнятом настроении, что указывало на то, что он получил какие-то хорошие новости от посланника Священного острова. Вскоре после этого значительная часть оставшейся дьявольской армии в близлежащем районе была убита усилиями культиваторов города Глубокого Неба стадии интеграции тела. Однако остатки дьявольской армии были уведены дьявольскими владыками и присоединились к другим дьявольским армиям в соседних областях. Таким образом, человеческие и демонические культиваторы, естественно, не осмелились преследовать их дальше, и они вернулись в город, установив на границах большое количество стражевых вышек. Таким образом, битва за город Глубокого Неба наконец подошла к истинному завершению. Город Глубокого Неба одержал окончательную победу, но при этом была уничтожена треть их оборонительных сил. Было даже несколько старейшин интеграции тела, которые погибли во время битвы, а также бесчисленные жертвы среди культиваторов на стадии пространственной закалки или ниже. К счастью, им удалось сокрушить дьявольскую армию и уничтожить значительное количество дьявольских существ, обеспечив тем самым первую крупную победу с начала дьявольской скорби. Конечно, победа города Глубокого Неба не означала, что человеческие и демонические расы действительно одержали верх. Наоборот, положение других крупных населенных пунктов становилось все более отчаянным. Что же касается того, смогут ли они перевернуть столы и обернуть ситуацию, то только небеса знали ответ на этот вопрос. После победы города Глубокого Неба многие бродячие культиваторы и остатки совершенствующихся семей и сект собрались, чтобы присоединиться к городу. Были даже бродячие культиваторы и малые силы из соседних районов, которые были готовы рискнуть и бежать в сторону города Глубокого Неба, и в результате ряды городских культиваторов, изрядно поредевшие во время битвы, легко пополнялись. Даже если вскоре появится еще одна дьявольская армия, город Глубокого Неба будет хорошо оснащен, чтобы сразиться с ними.
Таким образом, город глубокого неба накапливал энергию так быстро, как только мог, и год пролетел в мгновение ика. В этот день к каменной пагоде, в которой жил Хань Ли, прибыл специальный гость. Хай Юэтянь и Ци Лин Цзы немедленно пригласили гостя в зал на верхнем этаже каменной пагоды, и как только гость сел, он сказал Ци Лин Цзы: «У меня есть срочное дело, которое нужно обсудить с вашим учителем. Доложи ему о моем приезде». Ци Лин Цзы чувствовал себя довольно неловко, но все же ответил: «Простите меня, старший, но мастер в настоящее время находится в уединении и сказал нам, что не будет принимать гостей. Все в порядке. Я заранее договорился об этой встрече с вашим мастером. Просто сообщите ему о моем прибытии». «Уважаемый Даос Хань не будет винить вас за это», — сказал гость отчужденно и небрежно. Ци Лин Цзы на мгновение заколебался, услышав это, но он знал, что этот гость не был обычным культиватором стадии интеграции тела, поэтому в конце концов он мог только согласиться на эту просьбу. «В таком случае я сделаю, как вы говорите, старший». Таким образом, он перевернул руку, чтобы вызвать талисман голосовой передачи, затем сказал что-то в него, прежде чем отпустить. Хань Ли целый год находился в уединении в секретной комнате под каменной пагодой, и вдруг золотой свет вспыхнул от его тела, когда он медленно открыл глаза. В этот момент он был близок к тому, чтобы вернуться к своему пиковому состоянию, и сделал хватательное движение, чтобы поймать полосу света прямо из воздуха. Он направил свое духовное чувство на объект, затем пробормотал себе под нос: «Так это он. Похоже, мне действительно придется выйти, чтобы встретиться с ним». Как только его голос затих, он встал со своего футона, а затем вылетел из потайной комнаты полосой лазурного света. Через несколько мгновений лазурный свет в центре зала на верхнем этаже каменной пагоды исчез, открывая внутри Хань Ли. «Мы отдаем дань уважения мастеру». Ци Лин Цзы и Хай Юэтянь тут же поклонились ему восторженно. «Нет нужды в формальностях. Брат Лонг, кажется, вы прибыли намного раньше, чем мы договорились. Не боитесь ли вы, что дьявольская армия воспользуется вашим отсутствием, чтобы разрушить крепость вашей длинной семьи?» — спросил Хань Ли. Гость был никем иным, как патриархом длинной семьи, и в настоящее время он оценивал Хань Ли с оттенком удивления в глазах. «Естественно, я тщательно подготовился, прежде чем покинуть крепость. Я слышал, что вы убили клона священного предка и дьявольского лорда поздней стадии интеграции тела в битве, которая произошла год назад. В то время я был настроен довольно скептически, но кажется, что я был неправ, что сомневался. Ваша скорость прогресса действительно стыдит меня, уважаемый Даос Хань. Ваш вид вселил в меня еще большую уверенность в путешествии, которое мы собираемся совершить. Что касается того, почему я прибыл сюда раньше, чем ожидалось, так это потому, что возникли какие-то непредвиденные обстоятельства. Я смог добиться такого быстрого прогресса только потому, что за последние несколько лет столкнулся с некоторыми уникальными возможностями. Что касается убийства этого клона священного предка, я смог сделать это только после того, как получил большую помощь от уважаемого Даоса Гоу и других, небрежно объяснил Хань Ли. В любом случае, тот факт, что вам удалось убить клона священного предка, это, несомненно, предмет огромной гордости. Вдобавок ко всему, вы только что перешли к поздней стадии интеграции тела, так что вы станете только сильнее по мере того, как будете и дальше укреплять свою базу совершенствования. Даже сейчас я, скорее всего, уже вам не ровня, вздохнул патриарх длинной семьи. Хе-хе, вы слишком скромны, брат Лонг. Можете ли вы сказать мне, что это за непредвиденные обстоятельства, о которых вы говорили? Хань Ли усмехнулся в ответ. «Это длинная история», — сказал патриарх длинной семьи, бросив нерешительный взгляд на Ци Лин Цзы и Хай Юэтянь. Хань Ли сразу же смог читать между строк, повернулся к своим двум ученикам и сказал: «Вы двое можете пока уйти». «Да, мастер». Оба, естественно, не возражали и тут же вышли из зала. После этого Хань Ли провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить полосу лазурного света, которая исчезла в одно мгновение, и в следующее мгновение появился слой белого света, охвативший весь зал. «Хорошо, кроме нас двоих здесь больше никого нет. И слышать нас никто не может. Вперед, брат Лонг», — сказал Хань Ли с улыбкой, — «можете говорить совершенно спокойно». Патриарх длинной семьи кивнул, и на его лице появилось серьезное выражение. «Как вы, возможно, уже догадались, нам придется войти в царство старших дьяволов раньше, чем планировалось. Я получил известие, что две наши расы собираются начать контратаку против дьявольской армии в ближайшие несколько лет, и дьявольские патриархи также будут спускаться в наше царство духов. Независимо от исхода этой битвы, у нас, скорее всего, не будет шанса войти в царство старших дьяволов. Поэтому, если мы не хотим упустить эту возможность, тогда нашим единственным вариантом было бы войти в царство старших дьяволов до начала этой битвы. 3 дьявольских патриарха. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это.
Значит, вы тоже слышали о них. Эти три патриарха — самые могущественные из старших дьяволов, и обычные священные предки совершенно несравнимы с ними, мрачно сказал патриарх длинного семейства. Выражение лица Хань Ли также потемнело, когда он услышал это, и в его глазах появилось задумчивое выражение. Патриарх длинной семьи хранил молчание. Он не торопил Хань Ли и терпеливо ждал его ответа. Только спустя долгое время Хань Ли снова нарушил молчание. Насколько мне известно, три дьявольских патриарха никогда не покидали царство старших дьяволов. Даже те существа великой стадии вознесения иностранной расы погибли только от их рук после того, как отважились войти в расу старших дьяволов. Вы уверены, что они собираются спуститься в царство духов? Ты подозреваешь меня во лжи, брат Хань? Спросил патриарх длинного семейства. Нет, просто то, что вы говорите, является очень важной информацией, поэтому я должен ее проверить, ответил Хань Ли. В таком случае вы можете быть уверены, уважаемый Даос Хань. Я получил эту информацию со священного острова, и она была раскрыта старшим Сяо из расы демонов, сказал патриарх длинной семьи. Хань Ли был очень удивлен, услышав это, и поспешно спросил. Старший Осяа отправился на священный остров.